Добрый день, друзья! Последняя поставка в Леруа была действительно небольшой. Цветов было всего 50. Ссылочку на это видео оставлю в правом верхнем углу экрана. Да, они все были без названий, потому что это не поставка GMP. Чаще всего GMP пишут названия прямо на горшочках. Но цветы вполне узнаваемые. И очень приятно было обратная связь от вас, подписчиков. Какие вы внимательные. Кто-то рассмотрел каких-то вредителей. Я не увидела никаких вредителей. Да мне и некогда там смотреть на этих вредителей, потому что все в пакетах, внимательно не рассмотришь. Но на одной из палет было очень много блесток, знаете, таких новогодних. И в орхидеи они тоже попали, поэтому, может быть, это были они. Но не в этом была внимательность, а в том, что разглядели детку на одной из орхидей. Я тоже ее увидела, потому и купила. Это Роттердам. И вот большая детка у него. Прикорневая детка. Крупная такая. Но даже не в этом этот цветок интересен. Посмотрите, какие полоски на самом распустившемся цветке. То есть Роттердам — это такие крапинки. Все в крапинку. Вот этот цветок, по-моему, без полосочек. Может быть, это что-то от разных родителей, но цветение это интересное. Единственное, что будет в нем непредсказуемо, это отсушивание бутончиков. И вот я вижу, что верхний бутончик здесь и здесь, они уже подсыхают. С чем это связано? Ну, конечно, со стрессами при перевозке. Потому что это поставщик московский, но из Европы привозят цветы. Поэтому пока они их на складе распределили что кому, орхидеи все время находятся в стрессе. И, естественно, небольшой сброс бутонов обязательно будет. И вторую орхидею, которую я купила, это горячий кофе. Или просека, как его еще называют. И вот этих цветов было два варианта. Один более бежевый, другой более розовый. Вот более розовый называется горячий кофе оранж. Но мне больше понравился вот чисто горячий кофе. Он с такой снежным бежевым оттенком. Чем-то очень похож на легато. Но помните, что я и в прошлый раз купила тоже такую нежную орхидею. И в этот раз мне понравилась именно такая расцветка. Среди подписчиков появилось очень много молодых архаманов, которые еще плохо разбираются, что такое фаленопсис стандарт, что такое биглип, чем отличается от стандарта бабочка. Я пообещала рассказать вам, что это такое. Вот это стандарты. И в той поставке были только стандарты. Стандарт – это вот классический цветок, вот это классика. Никаких в лепестках, в губе изменений нет. Размер приблизительно от 6 до 9 сантиметров. Это считается стандартный фаленопсис. Чем же отличается от него, например, бабочка? Вот сейчас у меня неожиданно из стандарта распустилась бабочка. И посмотрите, какие отличия. Три вот этих лепестка. Раз, внизу и внизу. Они находятся позади орхидеи. И здесь то же самое. Они практически ничем не отличаются. А вот эти лепестки, посмотрите, какое отличие. У бабочки всегда есть
защипы на этих лепестках. И форма лепестка, она другая. Кстати, вот этот тоже был стандартом. Но я думаю, что в следующее цветение вряд ли он опять станет бабочкой. Я вам его специально показывала одного. Я сама в восторге от того, что через 5 лет вдруг пират Пикати расцвел бабочкой. Меня просили показать, расцветет ли пират весь бабочкой. Вот теперь рассказываю. Пока всего 4 цветочка. Но вот одна сторона распускается идеальной бабочкой. Посмотрите, все защипы на месте, все лепестки, все крапинки, все идеально. А вторая, с одной стороны бабочка, вот на этом лепестке, да, он изменен, но смотрите, крапинок вообще нет, и он похож на расцветку пирата, и здесь нет защипов, но на одном лепестке. Здесь намек на защип и пол лепестка в крапинку, а вторая половина просто розовая. Видите, какие интересные бывают мутации. А теперь давайте пройдем к полкам, и я покажу вам Big Lip, Red Lip и еще несколько бабочек. Бабочки бывают разные. Еще раз, вот это стандарт. На руке будет понятно размер цветка. Карибская мечта – это стандарт. Пурпурный дождь – это тоже стандартный фаленопсис. А теперь смотрим мини-орхидею. Если их приблизить друг к другу, то понятно, что размер цветка разный. Поэтому их и назвали мини. У них очень маленькие цветочки. Вот эта Сара, она совсем маленькая. Есть мини-орхидеи крупнее. Например, Крэмбери Чача. Или Фиолетовая королева. Вот это мультифлора. Она чуть крупнее. И вот эта мультифлора. Мультифлора от обыкновенного фаленопсиса отличается тем, что у нее очень обильное цветение. Основной цветонос и еще много веточек. Поэтому очень обильное цветение. Есть крупноцветковые, как, например, Тиара. И еще один крупноцветковый. Вот стандарт, а вот крупноцветковый. Big Lip. Что такое Big Lip? Big Lip – это большая губа. Видите, большая губа. А это маленькая губа. Вот это Big Lip. А так, это такой же фаленопсис обыкновенный. Вот еще один Big Lip. У этих Big Lip'ов чуть крупнее цветы, тоже большая губа. Это просто большая губа. А есть Red Lip'ы. Red Lip – это когда губа в виде лепестка. Это Red Lip. Вот этот немножко мельче. И даже у бабочек есть различия. Бабочка может быть крупной и совсем мелкой. Вот, например, Pink Dream, бабочка, мультифлора
Защипы есть всегда. Вот они маленькие, но она крохотная. А есть бабочка Пескара. У нее вот такой большой размер, но защипы на лепестках есть. И форма лепестка немножко другая. Каменная роза – это обыкновенный фаленопсис. Только изменены вот эти лепестки. Есть еще трилипс. Это когда вот эти губа и два лепестка собраны в тюльпанчик. У трилипса вот такие лепестки, внутренние лепестки. Он чем-то похож на бабочку, например, вот этот. Если раскрыть лепестки, там тоже есть защипы. Кстати, вот этот я покупала как бабочку. А расцвел вот такой тюльпанчик, похожий и на трилипс, и на пилорик, и на бабочку. Сейчас какая-то мода на бабочек, на пилориков, на трилипс, на любые мутации. И все архаманы стараются купить эти цветы. Вот именно с такими мутациями, интересно. Но есть закрепленные мутации. А есть, вот как у меня, 5 лет был обыкновенный пират, а теперь вдруг расцвел бабочкой. Так, купив бабочку, вы можете в следующем цветении получить обыкновенный фаленопсис. Вот у меня наверху, на самом-самом верху стоит фиолетовый монтрю. Вот я его покупала как пилорик. А сейчас 2 цветоноса, обыкновенное цветение. И когда вам предлагают купить нецветущую орхидею и говорят, что это бабочка, задумайтесь. Вот я купила, должна была быть бабочкой, а получился трилипс. Ну хорошо, мне и такой нравится, но они очень дорогие. Оценивайте свои риски при покупке таких цветов. А вообще, если вы только-только начали увлекаться орхидеями, купите себе простые, обыкновенные стандарты. Они проще в уходе. Вы на них научитесь, как нужно обращаться с орхидеями. А бабочек нам вырастет. Через год, через 2 будет море бабочек. И они не будут стоить по 3-5 тысяч. Купите то, что вам нравится. Нравится вам вот такая расцветка? Нравятся вам белые цветы? Купите белые. Они самые простые в уходе и очень жизнеспособные. Нравится вам с каким-то оттенком, с каким-то крапом? Купите и научитесь за ними ухаживать. Это будет самое-самое главное. А все остальное у вас обязательно появится. Я в этом уверена. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.